Вот, ну и вслед за плюсами, соответственно, надо указать 5 минусов основных, которые есть в Египте. И почему здесь как бы может быть неуютно или неудобно вам, и, соответственно, как бы что вам может не понравиться в Египте. Это чисто мое мнение, как бы, и сейчас я вам об этом расскажу. Первое, соответственно, это то, что я как женщина могу сказать, что на женщине полностью все в доме. Как готовка, как и уборка, как и дети, как и все. Мужчины здесь абсолютно не приучены ничего делать, то есть нету такого, как говорится, делегирования обязанностей, то есть если один что-то делает, другой стоит посуду моет, или если дети там, предположим, вечером там мама чем-то занята, она убирает, папа пошел детей мыть. То есть здесь такого нету. Вот в плане, кстати, даже мытья детей, это как бы все лежит на женщине. Вот это как женщине, мне кажется, это огромный минус, потому что именно, то есть если у наших мужчин еще есть какая-то совесть, то у египтян совести нет, у них просто вообще нет ощущения, что нужно чем-то женщине именно по дому или с детьми, или еще как-то помогать. Второе, самое главное в Египте, это вообще очень большой минус, это очень грязно в Египте. На улицах грязь, бумажки разбросанные, у людей привычка, взрослые дети бросать бумажки на улице, на пляже, разбрасывают бумажки, оставляют какие-то бутылки, банки, выбрасывают даже мусор из окна. Вот. И, соответственно, исходя из этого, грязные улицы. В центре города работают какие-то вот, видимо, клининговые, то есть компании, которые, соответственно, почищают и также чистят, соответственно, территорию именно свою, рядом, там, предположим, со своим магазином хозяева различных магазинов или бизнесов. А в принципе никому дела нет до чистоты, всем, как говорится, глубоко наплевать на это. Главное, чтобы у тебя дома было чисто, главное, чтобы у тебя дома была еда, на как бы общую обстановку в стране, что такая грязь, что грязно на улице, грязно в транспорте, что не надо мусорить, каких-то агитационных кампаний здесь нету. Вот, так что очень много грязи во всех городах, мне так кажется. Третья вещь – это отсутствие полностью центрального отопления. И, соответственно, исходя из того, что нет центрального отопления, отсутствует горячая вода. Как бы горячей воды нету, и для того, чтобы была горячая вода, нужно покупать отдельные нагреватели воды. То есть это либо электрические нагреватели воды, либо это газовые нагреватели воды. Вот. И, как я считаю, это очень большой минус, потому что, предположим, если ты хочешь принять ванну зимой, набрать себе ванну и там, как говорится, соответственно, полежать, ты этого не можешь делать, потому что воды хватает ровно, предположим, наполовину. Вот я считаю, это большой минус. И, соответственно, отсутствие центрального отопления зимой, несмотря на то, что здесь температура в принципе не понижается ниже, там, я не знаю, 10, наверное, плюс 10 градусов, там 11, зимой бывает очень-очень холодно, и, как говорится, приходится пользоваться, вот у меня постоянно включен, вот сейчас зима, у меня постоянно работают включены 3 газовые колонки, и, соответственно, работает наверху здесь кондиционер. Вот, потому что по-другому очень холодно. Здание холодное, оно промерзает, не промерзает, а как бы оно пропитывается вот этим холодом, и, соответственно, очень холодно. Полы, соответственно, здесь все каменные, то есть лежит вот на полах плитка, и поэтому от этого очень холодно, то есть не паркеты, не линолеум, а именно лежит вот эта плитка, и вот это, ты, получается, сидишь как будто в доме, как в каменном мешке, который еще плюс не отапливается, и при температуре, предположим, там плюс 12 градусов, это достаточно холодно. Вот. И так что это большой минус, потому что приходится использовать кучу электричества, а электричество здесь очень дорогое. Четвертое, как мне кажется, то есть когда ты уже непосредственно проживаешь в самом Египте, четвертый минус – это я не беру именно курортные зоны, я беру именно обычные зоны, абсолютно некуда сходить. То есть некуда сходить, потанцевать, отдохнуть. В принципе, эти места есть, но они считаются как бы неприличным, когда туда ходят. И поэтому как бы я считаю, вот именно такой открытости вот этой нет. И для меня это кажется большой минус. То есть можно там
То есть куча различных кафе, куча различных ресторанов, но в которых абсолютно никто не танцует, и нету там никаких караоке, никто не поет, и как бы от этого вот как бы скучно, мне так кажется. Вот, это 4-й минус, то есть отсутствие каких-то развлекательных мероприятий, развлекательных мест, куда можно сходить и, как говорится, просто отдохнуть чисто душой. 5-й минус, мне кажется, самая большая, вот как бы именно от чего все вот, от чего идет все предыдущие минусы, они именно идут от того, что египтяне это вообще закрытое сообщество. Они не пускают к себе никого, они как бы с удовольствием принимают, когда люди приезжают отдыхать, но именно впустить, вот как открыто жить, то есть общаться, дружить с семьями, у них нет такого, они очень закрытое сообщество, и это все идет, соответственно, от чего? Это идет от абсолютно другого менталитета, это идет от другого воспитания, и все сконцентрировано чисто вот на одной семье, то есть ты вот живешь в семье, ты должен на этом концентрироваться, и ты должен уделять этому внимание, если ты хочешь общаться с другой семьей, то есть с семьями, как у нас принято, не дружат, то есть дружат как бы, но оно немножко по-другому здесь. Для меня как бы именно вот ментальность вот эта, она мне кажется является минусом, потому что в результате, когда закрытое сообщество для иностранца, предположим, который приезжает жить именно на территории Египта, это большой минус. С чем это связано? Связано это с тем, что человек, его не принимают, его как бы принимают, улыбаются, все, но его до конца не принимает никто. И из этого происходит то, что у человека остается чувство одиночества, ему некуда сходить отдохнуть, в то же время у него, кроме вот этой семьи, ему не с кем общаться, у него нету каких-то там друзей, с которыми можно куда-то сходить отдохнуть. То есть можно сходить поесть, но как бы вот отдохнуть как-то там, погулять, побегать, поиграть, потанцевать. То есть таких вот мест вот как бы их нету. И вот это очень чувствуется, это как бы давлеет, мне кажется. Вот такие вот были у меня 5 минусов, которые, на мой взгляд, как бы минусует Египет. Но это чисто мое мнение. Если у вас какие-то другие, соответственно, мнения, у вас какие-то другие минусы, соответственно, у нас это видео посвящено минусам, так что пишите ваши минусы в комментарии. У меня на сегодня все. I remember sneaking out after dark. You'd have been on my mind all night long. Maybe we'd have got a vodka lemonade. We showed the cool kids how to be the youth of today. We jumped the fence and played in Mr. Grogan's pool. He'd call the police and we hide behind the school. We spent